Приближается светлый праздник Пасхи. Сегодня я покажу, как сделать волшебный декор для куличей, шоколадные гнезда и сладкие разноцветные яички. Все просто, красиво, оригинально и съедобно. Порадуйте своих близких этой красивой и вкусной идеей. Берем одно яйцо и отделяем белок от желтка. Мы будем использовать только белок. Добавляем щепотку лимонной кислоты и перемешиваем венчиком до образования легкой пены. Берем 250 грамм сахарной пудры и в несколько приемов добавляем к яичному белку сахарную пудру. Сахарная пудра может быть разная, поэтому количество может меняться. Может понадобиться немного больше, либо немного меньше. Вы смотрите по состоянию, какая масса получается. Когда масса становится густой и неудобно уже мешать ложкой, начинаем вымешивать руками. Лучше это делать в перчатках. Если масса прилипает, по необходимости можно добавить еще немного сахарной пудры. Масса должна получиться достаточно пластичной, но не липнущей к рукам, как мастика или пластилин. Далее берем доску, покрытую пищевой пленкой, и делим массу на 3-4 части, в зависимости от того, сколько красителей вы будете использовать. С одной частью мы будем работать, а 3 остальные накрываем пищевой пленкой, так как сахарная пудра очень быстро сохнет. Я буду использовать пищевые гелевые красители. Добавляем первый краситель и замешиваем массу. Можно массу замешать слегка, чтобы получился мраморный цвет, а можно полностью вымесить до однородного цвета. От получившейся массы отделяем небольшую часть и формируем яйца. Вытираем перчатки влажной салфеткой, когда переходим на другой цвет, либо меняем перчатки. Переворачиваем доску, чтобы масса не окрасилась в другой цвет, и работаем со вторым красителем. И 2 оставшиеся части я сделаю просто белые яйца. Яйца делаю и большие, и маленькие. Далее надо, чтобы яйца полностью высохли, поэтому оставляем их при комнатной температуре, лучше на ночь, либо часов на 5. Далее займемся шоколадными гнездами. Для этого я беру плитку черного шоколада, содержание какао не менее 56%, и измельчаю. Далее буду топить шоколад в микроволновой печи импульсами по 10-12 секунд. Нагреваю и перемешиваю, и так несколько раз. Нагреваем шоколад, чтобы небольшие кусочки остались. Далее перемешиваем просто лопаткой до полного растворения, тогда вы точно не перегреете шоколад. Шоколад полностью растаял, теперь переливаем его в кондитерский мешок. Далее я заранее поставила в морозильную камеру форму, в которой будут делаться гнезда. Она должна быть небольшая, по диаметру, как будущие гнезда. Замораживала приблизительно час. Далее берем небольшое количество водки, либо очень ледяную воду. Водку я тоже предварительно охладила. Теперь отрезаем небольшой кончик у кондитерского мешка. И максимально низко над водкой выкладываем гнезда. За счет того, что спирт или вода очень холодный, шоколад быстро схватывается. А работать нужно достаточно быстро, потому что шоколад остывает, а водка нагревается. Лучше подготовить заранее 2 емкости и их менять. Вынимаем из жидкости и оставляем гнезда подсыхать. Спирт достаточно быстро испаряется. Отправляем гнезда минимум на 1 час в холодильник. Для того, чтобы украсить яйца, буду использовать блестящую пудру для кондитерских изделий. Немного разбавлю в спирте. Можно использовать также настоящее золото кондурин. От него блеска гораздо больше. Далее украшаем по своему усмотрению яйца. Украшаем, когда яйца полностью застыли. Также блеск можно не разводить, использовать просто сухим. Вот такие разноцветные яички у нас получились. Теперь выкладываем яички на застывшие шоколадные гнезда. Такой декор можно сделать заранее. Чтобы вы не тратили время, когда будете выпекать куличи, ваш декор будет готов. До скорых встреч, пока-пока!